Привет, друзья! Сегодня с Андреем мы приехали в музей железнодорожного транспорта в городе Ташкент. И прямо сейчас мы покажем вам, с чего же начиналась эпоха железнодорожного транспорта и как все это выглядело полвека назад. Итак, локомотив П-36. В марте 1950 года было закончено изготовление первого опытного паровоза типа 242, которому присвоили заводское наименование П-36-0001. То есть паровоз 36 типа, номер 0001. На нем были реализованы все достижения в области советского паровозостроения. Цельносварной котел, механический углеподатчик, воздушный привод реверса, брусковая рама, водонагреватель. Все буксы локомотива и тендера были оснащены роликовыми подшипниками. Его сцепной вес составлял 75 тонн, а общая масса в рабочем состоянии 135 тонн. В том же году паровоз был отправлен на Октябрьскую железную дорогу в локомотивное депо Москва-Октябрьская. Там его подвергли тяжелым испытаниям, в ходе которых машинист Н.А. Ошац несколько раз водил этим локомотивом грузовые поезда по участку Ленинград-Сортировочный, Московский-Ховрино по графику пассажирских поездов. Испытания подтвердили хорошие тягово-теплотехнические качества нового паровоза. Локомотив развивал мощность 2500-2600 лошадиных сил и мог развивать скорость от 61 км в час до 86 км в час. ЛВ. Ворошилово-Градский советский магистральный грузовой паровоз, производившийся с 1952 по 1956 года. Был создан на Ворошилово-Градском паровозостроительном заводе с учетом опыта проектирования, постройки и эксплуатации паровоза серии Л, за что получил у железнодорожников прозвище «Лебедянка» и «Лебедь», как и паровоз Л. Один из самых совершенных советских паровозов, паровоз высшего конструкторского класса. Опыт проектирования паровоза ЛВ был в значительной степени использован при создании одного из лучших китайских паровозов – QG. Последний паровоз серии ЛВ-0522 стал для советского паровозостроения последним построенным магистральным паровозом. Для получения паспортных характеристик паровоз был отправлен на экспериментальное кольцо ЦНИИ МПС, куда он прибыл в июне 1952 года. В ходе этих испытаний паровоз показал поразительные результаты, которые превышали все расчеты и ожидания. Так, на скорости 59,4 км в час при отсечке 0,608 была достигнута касательная мощность в 3590 лошадиных сил, а по котлу она достигала и всех 3808 лошадиных сил. Это было максимальное значение среди всех советских серийных паровозов. Для сравнения, это было на 12% больше, чем у паровоза ФД, у которого было 3200 лошадиных сил, и на 14% больше, чем у тепловоза ТЭЗ 3000 лошадиных сил. Также на паровозе ОРВ-1801 удалось реализовать самый высокий среди всех советских паровозов коэффициент полезного действия, а именно 9,27%. В августе 1953 года паровоз ОРВ-01 поступил в локомотивное депо Люблино Московско-Курско-Донбасской железной дороги. Вот поездок поновее, стоит связки с предыдущим, но дверь закрыта. Внутрь не попасть, идем дальше. Еще одна звезда. Тут прям
FD-20. Ну давай, полезай. Посмотрим, что там внутри. Ну что, вентили уже круглые, или там такие же были? Нет, там были такие. В общем, все то же самое. Только сиденье теперь в ту сторону смотрит. Никогда не хотел делать вот так. Или положить голову на пати. Вагончик СССР. О, ну вагоны, как вагоны, давай забирайся. Посмотрим, что там в вагонах изменилось за эти годы. По-моему, сейчас парашки ходят точно такие же. Не, конструкция другая, лишь второй этаж. А, слушай, действительно. С панорамными окнами. Обалдеть. Комната бортпроводника. А ну-ка. Интересно. Вау, какая тут жаришка. Слушай, очень даже неплохой второй этаж. Таким панорамным окошком. Ничего, этого его сняли с производства. И в этом он покатался. А здесь что? Ну а здесь что были? Вот такие кресла, получается, стояли. Лавочки. Барная стойка, да? Зря они, конечно, все это разобрали. Лучше бы оставили в первозданном виде, чтобы можно было увидеть, как все это было. О, чемодан очень крутой. Это бортпроводника. О, так тут проход еще в остальные вагончики, смотри-ка. Угу. Это подлиннее будет. Вот, это плацкарт, походу. Тот, наверное, все-таки был випчик, а вот это плацкарт. Может, электрички. Радиатор новый был. Да, интересно. Столики такие, да? Подушечки. Как вариант, как вариант. Он, походу, и сейчас работает. Судя по мусору. Для одежды. А слушай, это вообще во время пользования туалет там. Это туалет. А где унитаз? Пойдем дальше. Что здесь у нас дальше? Дальше у нас... О, компьютер. Компьютерная. Печатальная. Ничего ты там. Шифровки в центр. Так. Ну, это КГБ. Это что такое здесь? Телеграмма. Вау. Телеграф. Обалдеть. Крутиво. Это чугрек. Вот одежда узбекского бортпроводника. Тимур Январи. Футболка фирменная вот выдавали. И штанцы. Так что можно одеться и вагончик. Тут раньше стояли стенды с мужами. Ну, интересно, раньше.
О, это первый бортпроводник, а это первый кэп. Здрасте. О, смотрите, есть какая железная дорожка.